Я прекрасно помню, что в видео, посвященному конкретно моему списку кастомизации современной Windows, было сказано следующее. К сожалению, в этом видео развернуто и в своем стиле рассказать про него не получится. Поэтому, если вам интересна история данного пакета дополнений, то ставьте лайк и дайте знать об этом в комментариях. Нужное количество лайков было набрано достаточно быстро. Это очень приятно, так как я понимаю, что подобная тема все же интересует людей. Да и в комментариях, кроме пользователей, рассуждающих о кастомизации, и пользователей, гордящихся использованием других операционных систем, что никак не осуждаю, кстати, я тоже видел многих заинтересованных в этой программе. Новый функционал Windows появляется практически постоянно, но по разным причинам он не всегда может стать стандартным функционалом, который будет доступен из коробки. В этом видео мы рассмотрим эволюцию Microsoft Power Toys, официального сборника бесплатных приложений, созданных Microsoft для опытных пользователей и позволяющий максимизировать удобство использования или добавить больше возможностей для настройки системы. За годы своего существования данный сборник даже закрывался и возрождался вновь. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, будет реально очень интересно. Не буду как-либо затягивать, поэтому давайте начнем. Самая первая версия этого пакета была выпущена в ноябре 1996 года, в эпоху Windows 95. Windows 95 Power Toys не поставлялись с коробочной версией системы или отдельным диском. Их можно было скачать с сайта Microsoft. Пакет был создан командой разработчиков, отвечающих за оболочку Windows, и содержит в себе больше десятка утилит. Они выполнены в двух вариантах, как мелочные утилиты в виде .exe файлов и как дополнения, которые имеют свой inf файл для ручной установки в систему. Autoplay Extender – дополнение для функционала автозапуска, позволяющее работать на любом компакт-диске. Если в стандартной Windows 95 при обнаружении диска система сразу выполняла данные с autorun.inf, то в нашем случае нам будет показываться окно «CD с таким-то названием был вставлен в такой-то дисковод». Чуть ниже мы видим список ярлыков и действий, которые можем добавить самостоятельно. Только вот они почему-то сбрасываются после нового обнаружения. Справа мы видим кнопки действия для списка «Открыть», «Добавить», «Удалить», а под ними кнопку поиска setup.exe в корне и открытие содержимого через стандартный проводник. CapView позволяет просматривать CAP-архивы как обычные папки в проводнике. Обычные часы из Windows 3.1, но с фичей круглого циферблата. Contents Menu добавляет возможность запускать файлы и смотреть содержимое папки через контекстное меню, не открывая саму папку. Desktop Menu – то же самое, что и Contents Menu, но в рамках рабочего стола. Command Prompt Here – фишка, добавляющая возможность открыть командную строку из любой папки через контекстное меню. Explore From Here из той же оперы, как уже понятно из названия. Findex создает новые элементы в меню «Найти», в базе знаний Microsoft и в интернете. Все это требует установленный Internet Explorer. FlexiCD – утилита по управлению вашим CD-приводом и воспроизведением аудио из диска. QuickRest для изменения разрешения экрана. Send-to-X – расширение для меню «Отправить». Добавляет варианты почтой, в окно «Выполнить», в буфер обмена и любая указанная вами папка. Shortcut Target Menu позволяет пользователю выполнять действия с целевым файлом, на который указывает ярлык из контекстного меню. Location Selector меняет локацию набора номера в приложении телефон. Xmouse менял фокус окна при наведении на него курсором. Кстати, логотип интересный, не вдохновение ли из Unix? И, наконец, Tweak UI – легендарная утилита, дающая по полной настроить Windows 9X под себя. Скорость меню, чувствительность, эффекты, поведение системы, настройка экрана загрузки, восстановление частей ОС и многое другое. В большинстве своем поставляемые здесь утилиты А. Мелочные, Б. Узкоспециализированные, В. Повторяют друг друга в реализации, но предназначены для разных компонентов. Command Prompt Here и Explore From Here не дадут соврать. Забавный факт. В начале некоторых inf-файлов можно заметить никнейм автора, который создавал ту или иную утилиту. Windows 95 Power Toys может работать как на Windows 98, так и на Windows Millennium. Кстати, о них. Из этого даже можно сделать небольшой интерактив.
Некоторая часть утилит из этой версии пакета официально стала стандартным функционалом в новых версиях Windows 9X. Как вы считаете, какие именно? Пишите свои догадки и размышления в комментарии. Неразличными утилитами и улучшалками едиными. В команде ядра Windows решили не отставать и представили свой пакет под названием Windows 95 Kernel Toys. Тут уже все серьезно, и вот что было в поставке. MS-DOS Mode Configuration Tool. Программа для редактирования работы режима MS-DOS. Настройка делится на 10 разделов, и в каждом из них выводятся данные, хранящиеся в AutoExec.bat и config.sys. Данные, конечно же, можно редактировать. Keyboard Remap. Программа и драйвер, добавляющий возможность переназначить действие функциональных клавиш на клавиатуре через панель управления. Logo Key Control. Тоже драйвер, но уже блокирующий вызов меню пуск во время работы DOS-игр. Трекер памяти для отслеживания и анализа памяти, выделяемой драйверами виртуальных устройств. WinTop для отслеживания процессов и их нагрузки на процессор. Является своего рода реализацией, приближенной к Unix-программе TOP. Я серьезно, они об этом сами написали в документации. И редактор часовых поясов, который, по словам сотрудника Microsoft Реймонда Чена, был просто взят из другого пакета. Windows NT Resource Kit. Наступает 2001 год. Выходит Windows XP, система очень круто изменилась. Стала приятнее, дружелюбнее к пользователю, функциональнее и завершил эпоху MS-DOS. Те самые Power Toys, которые были выпущены для Windows 95, буквально потеряли свой смысл. Одна часть функционала перешла в основную систему, вторая часть могла работать некорректно, а третья часть вообще перестала быть актуальной. Поэтому 25 октября 2001 года выходит совершенно новая версия Power Toys с новыми приложениями в комплекте. Как обычно, пакет доступен в виде .exe-файла на сайте Microsoft совершенно бесплатно. При этом на сайте появилась следующая заметка. Цитата. «Мы позаботились о том, чтобы Power Toys работали должным образом, но они не являются частью Windows и не поддерживаются Microsoft. По этой же причине служба технической поддержки Microsoft не может ответить на вопросы о Power Toys». Конец цитаты. Это, конечно, забавное заявление, но вернемся к теме. Первая редакция Windows XP Power Toys содержала в себе следующее. Superfast User Switcher. Вход в аккаунт без необходимости запуска экрана приветствия с выбором пользователей. Активируется комбинацией клавиш WinQ. Power Toy калькулятор. Более расширенная версия стандартного калькулятора, позволяющего строить графики и вычислять сложные выражения. Например, я как-то смог сделать там подобие параболы. Хотя такое вроде делается через y равно x в квадрате. Но, к сожалению, эта программа очень придирчивая и не пускает очень много примеров. Слава богу, существует Desmos. Улучшенное окно переключения задач, вызываемое комбинацией Alt-Tab. Image Resizer. Название говорит само за себя. Изменение размера картинок с помощью контекстного меню. Taskbar Magnifier. Ну, это экранная лупа, только в панели задач. Вероятно, она кому-то была полезна в свое время. Переделанный TweakUI, программа уже ориентирована под XP. Виртуальные рабочие столы, и если меня не обманывает память, то где-то я их видел и даже уже показывал в обзоре. Но речь идет не про Windows 10 и Windows Longhorn. Это все, что можно выделить из самого вкусного. В остальном там уже мелочные программы. Добавление пункта «Открыть командную строку» в контекстном меню, генераторы слайд-шоу и мелочные утилиты для создания снимков с веб-камеры. А в апреле 2002 года пакет претерпел небольшие изменения. Все утилиты стали поставляться отдельно со своими установщиками. Осенью 2004 года выходит новое обновление. Появляется новая утилита под названием ClearType Tuner, обновился генератор HTML слайдов и TweakUI. Последний, кстати, уже требует наличия минимум Windows XP Service Pack 1. Забавный факт. Для Windows XP Media Center Edition тоже существовали свои Power Toys, но там ничего такого супер крутого, если честно, нет. Последняя версия этого пакета была выпущена в сентябре 2008 года. XP вовсю была популярна и имела уже третий сервис-пак, Vista уже как год находилась на рынке и получала огромные шквалы критики, а Windows 7 уже находилась на одном из этапов разработки и у узкого круга бета-тестировщиков.
Также существовало еще несколько утилит, которые не входили в этот пакет, но были созданы сотрудниками Microsoft. Background Switcher автоматически менял обои через заданный промежуток времени. Эта функция стала нативной в Windows 7. ISO Image Burner – запись ISO образов на диск. Эта функция также ушла в семерку. Shell Audio Player – мини-плеер в панели задач. Впоследствии подобная функция была добавлена в Windows Media Player 9. С релизом Windows Vista никаких PowerToys под нее выпущено не было. Продукт был объявлен заброшенным, прекратил свое развитие и обновлялся до последнего. Вероятно, это не нашло какой-либо широкой аудитории, кто знает. Шли годы. В 2009 году выходит Windows 7, приносящий в свое время ошеломительный успех. Об этих PowerToys уже давным-давно все забыли. Компания сосредотачивается на других вещах по типу Windows Live, аккаунт Microsoft, Modern UI и так далее. Однако в 2019 году, спустя 4 года после выхода Windows 10, об этом пакете внезапно вспомнили. 8 мая 2019 Microsoft заявляет о перезапуске этого пакета дополнений, выпуске новых версий и последующем обновлении исходников на GitHub. Да, версии PowerToys до XP включительно были сугубо проприетарными, а с Windows 10 они теперь выпускаются под MIT-лицензией. Первая версия перезапущенного пакета состоялась в декабре 2019 года, но в этом видео будем смотреть и разбирать последнюю, на момент создания ролика, версию. Сегодня Microsoft PowerToys можно скачать с двух мест, а именно с GitHub репозитория и из Microsoft Store. Во время и, возможно, после установки у вас могут попросить права администратора. После этого нас поприветствует начальная страница PowerToys, где мы можем подробнее узнать о каждом компоненте. Кстати, на момент создания видео здесь входит 24 компонента, а именно Advanced Paste – буфер обмена с функциями искусственного интеллекта. Только вот искусственный интеллект у этого дополнения включается только при наличии API-ключа OpenAI. Always on Top. Этот компонент позволяет закрепить окна над другими окнами с помощью быстрого сочетания клавиш. PowerToys Awake предназначен для поддержания пробуждения компьютера без необходимости управлять параметрами питания и спящего режима. Он специально не будет давать компьютеру каким-либо образом уходить в сон. Работает все очень просто. Во время простоя происходит быстрое движение курсора на 1 пиксель и обратно. Color Picker. Выбирайте цвета из любого места на экране, и средство выбора автоматически копирует код цвета в буфер обмена. Ничего сложного. Command Not Found. Это модуль для PowerShell 7.0, который предлагает соответствующий пакет Winget для установки при обнаружении ошибки от команды. Crop and Lock. Это компонент, который создает новое окно, являющееся обрезкой или эскизом другого окна. Environment Variables. Приложение, предлагающее простой и удобный способ управления переменными среды в системе. Fancy Zones. Диспетчер окон, который позволяет легко создавать сложные макеты и быстро размещать окна в этих макетах. По сути, как Windows 11, только лучше, и с возможностью создания своего макета и быстрого восстановления предыдущих. File Locksmith показывает процессы, использующие выбранные вами файлы и папки на данный момент, а также позволяет завершить эти процессы. Unlocker шлет привет. Надстройки для проводника. Более улучшенный предпросмотр файлов Markdown, PDF, SVG, STL, HTML и других форматов. Редактор файла hosts. Удобный способ изменить файл hosts. С помощью этого файла мы можем перенаправлять какие-нибудь данные на указанный нами IP при вводе домена в любом браузере, или даже вовсе их заблокировать. Image Resizer. В представлении не нуждается. Keyboard Manager позволяет настроить клавиатуру для повышения производительности путем переназначения клавиш и создания собственных сочетаний. Различные утилиты для мыши. Find My Mouse показывает, где находится курсор мыши. Средство выделения отображает визуальные индикаторы при щелчке их основных кнопок. Переход мыши позволяет быстро прыгать на больших дисплеях. Mouse Pointer Crosshairs рисует перекрестие, центрированное на указателе мыши. Mouse Without Borders позволяет взаимодействовать с несколькими компьютерами с одной клавиатурой и мыши. Поддерживается общий буфер обмена и передача файлов между компьютерами. Не очень удобно, если честно, да и барьер получше будет. Пик
Позволяет просматривать содержимое файла без необходимости открывать несколько приложений. А-ля Quick Look, который мы разбирали в одном из прошлых видео. Power Rename – массовое переименование, поиск и замена имен файлов. Содержит дополнительные возможности, включая использование регулярных выражений, предварительный просмотр и отмена изменений. Power Toys Run – компонент, который может помочь вам искать и открывать приложения мгновенно. Напоминает Spotlight из macOS. Quick Accent – альтернативный способ ввода акцентированных символов, который полезен, если клавиатура не поддерживает какой-либо символ с помощью быстрого сочетания клавиш. Предварительный просмотр реестра. Линейка – памятка по сочетаниям клавиш. Текст-экстрактор – удобный способ копирования текста из любого места на экране. Это средство создано на основе TextGrab от Джо Финни. Забавляет надпись, гласящая о том, что рекомендуем использовать ножницы вместо данного модуля. Они, кстати, работают гораздо медленнее, чем эта программа. Видеоконференц Mute. Быстрый способ одновременно отключить во время конференции микрофон и камеру с помощью комбинации клавиш, независимо от того, какое приложение сейчас в вашем фокусе. Важно упомянуть, что микрофон через него отключается по всей системе. Увы, это также стало со временем Legacy и больше не поддерживается. Не многовато ли компонентов? Да, многовато. Все эти компоненты и их комбинации можно удобно менять в параметрах. Также для быстрого доступа к компонентам в трее панели задач есть маленькая иконка этого приложения. При нажатии на эту иконку появляется окно с быстрым доступом к 9 включенным вами модулям. Через это окно можно быстро включить или выключить компоненты, открыть параметры, прочитать документацию или пожаловаться на ошибку. Кроме PowerToys, существует такая тема, как Windows Resource Kit. Мы эту тему задели в начале видео. Так вот, а это что такое? Windows Resource Kit — это набор специализированных дополнений и документации, выпущенных Microsoft для ее программных продуктов. В этом пакете поставляются как технические рекомендации, информация о совместимости и устранении неполадок, так и руководство по управлению, поддержке и полезные многофункциональные административные утилиты. Первое его издание было выпущено аж в 1991 году для Windows 3.0. Resource Kit содержит в себе все подряд. От дополнительных программ для командной строки до программ общего назначения. Сеть, мониторинг, интерпретаторы и Windows-версии некоторых команд Unix. И что в итоге? Как итог, можно сказать, что PowerToys с самого начала своего существования в большинстве своем содержал фичи, которые в 50% случаев становились стандартными и интегрировались с новой версией системы. За годы PowerToys менял свой состав, забрасывался, вновь возрождался и обрастал новыми фишками. Некоторый функционал, как уже можно заметить, мог использовать другие проекты с открытым исходным кодом в качестве своей основы. И не только это, например, PowerToys Run очень сильно напоминает Spotlight из macOS. Целью PowerToys является улучшение, повышение комфорта и пользовательского опыта при использовании системы. И с этой задачей, кажется, он прекрасно справляется. Каким был ваш опыт работы в PowerToys? Чем вы пользуетесь чаще всего из этого пакета? А на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о новых видео. Не пропускайте новый контент, ведь вместе интереснее. Давайте совместными усилиями достигнем 100 тысяч подписчиков. Огромное тебе спасибо за просмотр. Также благодарю донатеров, которые поддерживают канал любой своей суммой. Их никнеймы написаны прямо сейчас. До новых встреч, дорогие друзья!